Долго не понимал, как снять видео о сборке этого самолета, чтобы не показывать скучную однотипную сборку с повторяющимися операциями. Поэтому остановился на сюжете, в котором расскажу об основных техниках, нюансах и хитростях сборки масштабной модели гражданского авиалайнера. Содержимое коробки меня весьма порадовало. Детали выполнены из белого пластика, за что я уже готов поблагодарить производителя. Всего в наборе 147 деталей, что является значительным количеством для подобных моделей. Отдельно хочу уделить внимание инструкции, в которой производитель изобразил крайне подробный пошаговый процесс сборки, а также поместил выкройку для создания волны на фюзеляже. С таким я еще никогда не сталкивался, но забегая наперед скажу, что это беспонтовая штука и ее использовать крайне неудобно, да и вообще возникают определенные вопросы, каким образом ее использовать. Сборку гражданских самолетов всегда начинаю с маскировки иллюминаторов. Для этого использую жидкую резину от Microscale. В сравнении с резиной от Humbrol это меньше воняет, легче формируется, быстрее сохнет и лучше держит форму во время демонтажа. После высыхания резины устанавливаю эти детали на клей для прозрачных деталей от Revell. Чтобы модель не сидела на хвосте, в обязательном порядке необходимо поместить груз в носовой части фюзеляжа. Для этих целей никогда не использую свинец, с мыслью, что он токсичный и часто ассоциируется с радиацией. Как альтернатива – советские радиодетали, которые можно найти в любом загашнике в неограниченном количестве. Важно крепить такие детали на объемный клей, так как площадь контакта детали с фюзеляжем минимальная, и суперклей здесь бессилен. Подойдет клей типа Момент или Дракон, но при их использовании необходимо время для полного высыхания, что затормаживает процесс сборки. Выход прост – термоклей. Быстро, дешево, сердито. Для соединения половинок фюзеляжа существует два способа нанесения клея. Насухо соединяют две детали и супержидким клеем просачивают стык. И второй – наносить густой клей непосредственно на грань детали. Несмотря на то, что этот способ имеет ряд недостатков, я использую именно его. Густой клей растворяет пластик под насыщенным воздействием воздуха, и в момент контакта с ответной деталью шов буквально сваривается. Конечно, в таком случае позиционирование детали становится в разы труднее, и важно контролировать, чтобы клей не высох до момента контакта. Все стыки необходимо зачищать, шпаклевать и выводить поверхность под ноль. Модельная шпаклевка любит пачкать модель. Чтобы это предотвратить, наношу малярную ленту, создавая выемку для шпаклевки. Советую использовать качественную шпаклевку от Tamiya или Humbrol. В ее составе присутствует растворитель, который поедает поверхность пластика и намертво фиксируется. Как правило, в дешевых отечественных аналогах шпаклевка водорастворимая, которая без спору может забивать глубокие щели, но на гладкой поверхности она вообще не фиксируется и при любом контакте даст трещину и отвалится. Эту же операцию повторяю на половинках стабилизатора и крыла. Миллиметр шпаклевки от Tamiya сохнет примерно час. В это время она дает усадку. Важно учитывать этот нюанс. Я даю ей просыхать не час, а сутки. После этого исключается риск увидеть, как на глазах шпаклевка прячется в щель, и необходимо снова наносить равномерный слой. Зачистка поверхности проходит в поэтапном уменьшении абразива наждачной бумаги. Вначале использую 200-ю пилочку для маникюра. После грубой очистки можно переходить на 800-ю и 1000-ю бумагу. На этом этапе я добавляю воду, которая значительно упрощает процесс полировки и делает поверхность более гладкой. Конечно, можно шкурить и без воды. Убрать щель на фюзеляже с первого раза практически нереально. Когда я только начинал знакомиться с моделями гражданской авиации, чтобы полностью ее скрыть, мне приходилось наносить более 5 слоев шпаклевки, что влекло за собой большую потерю времени и терпения. В данном случае мне потребовалось трижды нанести новый слой шпаклевки на разных участках в зависимости от размера дефекта. Скрытые линии расшивки восстанавливаю при помощи миниатюрной пилочки. Для этого сперва прорисовываю макетным ножом след, формирую линию и в обязательном порядке зачищаю 2000-й бумагой. И так по всему фюзеляжу. Вклеиваю стекло фонаря и маскирую, подготавливая фюзеляж к окраске. Но прежде аэрозольным грунтом от Tamiya исключаю наличие дефектов на стыке фюзеляжа, который впоследствии полируют 2000-й бумагой. Перед началом окраски обезжириваю поверхность и в будущем работаю с моделью только в резиновых перчатках. Модель грунтую полиуретановым грунтом от Vallejo и наношу белую краску этого же производителя, которая приносит много боли. Она имеет полупрозрачную структуру, и чтобы вывести равномерный цвет по всему фюзеляжу, приходится наносить от 15 до 20 слоев на протяжении нескольких дней, чтобы не происходил перезалив краски. В связи с этим на поверхности появляется шагрень и мусор, который убираю при помощи 2000-ки и покрываю слоем футура.
В процессе окраски случился трабл, и я вдавил часть иллюминатора внутрь фюзеляжа. Это не критично, но лучше исправить свою ошибку. В брюхе делаю люк, чтобы достать до места поломки. При помощи кисти аккуратно наношу клей. Крайне важно, чтобы он не попал на внутреннюю сторону иллюминаторов. Если это произойдет, они помутнеют и утратят прозрачность. Ноу-хау для создания волны честно не понял. И сделал по старинке. Наклеил 3-мм маскирующую ленту от Tamiya. Как не лепи ленту, в выпуклых местах иллюминаторов она поднимается, и с этим нужно что-то делать. Ибо краска в обязательном порядке туда зайдет и сделает очень больно. Вырезаю куски ленты в ширину пробела и поштучно вклеиваю их. Маскировать окрашенную поверхность привык к мусорным пакетам. Этот материал податлив и не причиняет лишних напряжений на ленте. Как можно заметить, фюзеляж и крыло окрашиваю отдельно. Это вызвано несколькими нюансами. Первый – размер самолета. Рабочее место 1,20 м на метр оказалось маленьким для него. И если их склеить, работа над ним стала бы невыносимой. Второй нюанс, забегая наперед, скажу, что отказался от полосатой декали и буду самостоятельно вырисовывать линии, что сделать со склеенным самолетом практически невозможно. Момент снятия ленты крайне нервная штука. Если использовать дешевую ленту, она может оторвать краску и вызвать пожар ниже живота, который не погасит ни один пожарный. Чтобы этого не случилось, приходится тратить доллары на качественные расходники. Но отставание ленты во время окрашивания и последующее попадание краски в маскируемые места ни $1 не в состоянии исключить. И каждый раз, когда снимаю ленту, руки потеют, как на первом свидании. В этот раз мне повезло, и линия получилась безупречной. Наконец-то настало время для критики декали, качество которой 10 из 10, но Revell зачем-то кинул синюю подложку на нижней части линии. Главное, сверху она прозрачная, а снизу они решили залить ее синькой. Зачем? 5 лет будешь подбирать цвет в тон и все равно не попадешь. Следующий момент – закрашены иллюминаторы. То есть подразумевается, что необходимо налепить декаль, дать ей высохнуть и после ножом вырезать каждый иллюминатор? Так что ли? Ну это же бред. Или я чего-то недопонимаю? По итогу отказался от нее и начал нарезать линии из ленты. Не спеша под музыку нанес их, и фюзеляж отправился на окраску. Все усложняется необходимостью полного маскирования нижней части при окрашивании верхней и повторно наоборот. Следом выскочил новый косяк по моей вине. Ленту нарезал на старом убитом коврике, на поверхности которого присутствует мусор, который тряпкой не убирается, а вот к ленте он охотно лепится и снижает ее и без того нежный клеевой слой. В результате в одном месте образовались потеки, которые нет проблем убрать, но все же сказывается на нервах. После этого снова поочередно одеваем маски на верхнюю и нижнюю части для коррекции линий. В силу того, что линии выкрашивались, какой бы тонкий слой краски ты ни наносил, все равно будет видна ступенчатая неравномерная поверхность, которую также смягчаю 2000 наждачной бумагой. Между каждыми слоями наношу заполняющий слой футуры, который укрепляет и выравнивает плоскость. Производитель не оставил выбора и пришлось использовать декаль с номером. По-хорошему цифры располагают отдельно на прозрачной подложке, чтобы была возможность самостоятельно выкрашивать голубой тон. Несмотря на критику, декаль приварилась без проблем и оставила приятное воспоминание. В одном месте под декалью образовался белый шум, природу которого не могу объяснить, ибо это произошло только в одном месте, и нет смысла грешить на сварку для декалей. Слой футуры скрыл этот косяк. Снимая резину с иллюминаторов, наступает момент наслаждения, и модель обретает финальные очертания. Прежде чем снимать ее с остекления фонаря, прорезаю краску по периметру. В силу того, что фюзеляж густо окрашивался, краска не отступит и будет тянуться, срываясь с пластика. На этом фюзеляж готов и отправляется на закрепляющую сушку. Внутри сопла турбины имеются следы от толкателей. Ну а дальше все по накатанной. Зачищаю, склеиваю, шпаклюю, полирую. Согласно реальной фотографии, видим, что на выпускной стороне турбины некоторые детали выполнены из жаропрочных материалов. Для имитации таковых наношу на серебро полупрозрачный металлик от Hambrel. Передние части лопаток имеют неокрашенную ударопрочную вставку. В таком масштабе выкрасить их сложно, а без них будет не то. На помощь приходит сухая кисть.
Перед зачисткой шпаклевки на теле двигателя закрывай окрашенные части, чтобы на них не попала пыль. На крыле расшивка имеет недостаточную глубину, чтобы в ней задерживалась смывка, увеличивая ее пилочкой. Финальный этап обработки деталей – смывка. Дело не хитрое, но важно хорошо подготовить глянцевый слой. Бывают такие моменты, когда смывка въедается в лак. Чтобы это исправить, слегка смачиваю салфетку в White Spirit и легкими движениями перпендикулярной линии обшивки убираю излишки. Соединяю все детали воедино и модель готова. Для чистой склейки наношу густой клей на место контакта, даю ему время просохнуть и подъесть пластик. Вы можете возразить, что такой способ не обеспечивает надежное крепление, я с вами соглашусь. Но я не собираюсь этой моделью колоть орехи, и даже для отправки по почте такое соединение без проблем выдерживает. На этом все. Спасибо за внимание.